Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Сортовые пеларгонии». С вами Елена. Я очень люблю цветы. В моей коллекции 250 сортов пеларгоний. Если хочешь быть счастливым всю жизнь, выращивай цветы. Это восточная мудрость. На моем канале более 130 роликов о пеларгониях. Скоро моему каналу исполнится год. У него уже есть первое достижение – 5000 уникальных зрителей. Любите ли вы укоренять? Я очень люблю укоренять и считаю, что укоренять легко. Сегодня обзор моих черенков, крошек, и, как обычно, не обойдется без сюрпризов. Для видео буду использовать линейку в сантиметрах, чтобы вы представляли себе размер всех черенков. Вам нравится, когда корешки пеларгонии выпрыгивают из грунта? У меня есть такой экземпляр. Это черенок пеларгонии Emma Fran Bengtsbo. Видео про этот сорт уже есть на моем канале. Если вы не видели, посмотрите, пожалуйста. Ссылка будет в описании. Очень быстро после посадки в грунт эта пеларгония обвела земляной ком. И теперь уже нужно во избежание подсушивания листовой пластины нужно добавить объем грунта. В прошлом году я продала замечательнейший экземпляр этого сорта. Кустик на 3 веточки. Ну, посмотрите. Emma Fran Bengtsbo. Смотрите, уже у нее 3 точки роста. И я надеюсь, сформируем вместе кустик красивой формы. Вот так расположены точки роста в шахматном порядке. Начну с пеларгонии Brookside Bolero. Все представленные в этом ролике пеларгонии имеют относительно небольшой куст, являются мини или маленьким карликом. Существует ошибочное мнение, что мини-пеларгонии трудны в укоренении, но на самом деле это не так. Я неоднократно показывала в своих роликах про укоренение миниатюрную пеларгонию Хайди. Ее черенок укоренился в воде всего лишь за 5 дней. Это абсолютный рекорд укоренения среди моих миниатюрных пеларгоний. Даже самые маленькие черенки борются за жизнь. Какой же черенок мини-пеларгонии взять для укоренения? Если вы видели мой цикл агротехнику выращивания пеларгонии весной, то вы знаете, что миниатюрную пеларгонию обрезать не надо. Вы можете посмотреть все 4 части этого цикла по ссылкам, которые будут в описании к этому ролику. Возможно, вы найдете в этом цикле какие-то ответы на свои вопросы. Для укоренения выбирайте самую толстенькую, зрелую веточку. Ее длина не столь важна и зависит от длины ветки. В стволе накапливаются питательные вещества, необходимые для укоренения. Тонкая веточка тоже может укорениться, но вполне возможно она будет укореняться дольше или вообще не укорениться. Такое тоже бывает у миниатюрных пеларгоний. Посмотрите, пожалуйста, на мое фото, на котором я показываю, какие веточки брать не нужно. Это куст миниатюрной пеларгонии Mini Diane. Я зачеркнула те ветки, которые не подойдут для укоренения. Это самый крупный черенок из всех представленных сегодня черенков. Brookside Bolero имеет очень красивые переходы цвета на своих лепестках. Она любит цвести не капризно, замечательная миниатюрная пеларгония. У меня живет 2 экземпляра.
Так как у нее достаточно гармоничный кустик, я даже боялась срезать черенок, чтобы не попортить красоту. Но все-таки решилась. И эта пеларгония очень быстро у меня укоренилась. Посмотрим корневую. Некоторые из сегодняшних черенков нужно срочно перевалить. Поэтому собрала их всех вместе. Вот такая хорошая корневая у черенка Brookside Bolero. Внизу видна точка роста. И еще у этого черенка достаточно крупные листья. У материнского растения они поменьше. А это две замечательные пеларгонии с темно-зелеными листьями. Справа Пак Эмилия, а слева Sunrise Катинка. Я очень люблю сорт Пак Эмилия. У него большие шапки розовых цветов, неоднородно окрашенные. Окрас более темный по краю лепестков. Форма цветков интересная, в форме колокола. Пак Эмилия достаточно неприхотлива, легка в укоренении. Этот сорт могу рекомендовать всем, даже начинающим. Что касается корешков, корешки у нее всегда толстенькие, беленькие. Sunrise Катинка тоже карлик, как и Пак Эмилия. У нее сиреневые цветы с малиновыми глазками. Очень гармоничная форма куста. Посмотрите, видите, уже внизу она формирует две точки роста. Вот такая корневая у Sunrise Катинки. Сорт без проблем, так что если вы ищете оригинальный окрас у пеларгонии, обратите, пожалуйста, внимание на этот сорт. К ним присоединился еще один темно-зеленый сорт. По цвету листвы это Video Blush, миниатюрная пеларгония с прекрасными двухцветными цветами. Очень нежные белорозовые цветы у Video Blush. Видео про сорт Video Blush вы можете найти по ссылке, которая будет в описании. Даже если стволик маленький у черенка, но сильная корневая, то от корней может появиться новая точка роста и сформируется достаточно гармоничный кустик. Корневая черенка. И с другой стороны Мини Минахс Каскад. Вот такая корневая. Этот кустик нужно срочно перевалить. Корневая со всех сторон. Обратите внимание на размер этого кустика. Его стволы даже не видны. Торчат только листики из грунта. Нарастил немало новых листьев, а старый уже отсушивает потихоньку. Сорт Минахс Каскад зацветает сразу же после укоренения. В прошлом году у меня был замечательный кустик, который перед продажей набрал 3 бутона. Посмотрите на его фото. Это миниатюрный формозум, который называется Good Vibration. У него ярко-красные цветы. Я выбрала черенок с самым толстым стволом, который был. Good Vibration имеет достаточно гармоничный кустик. Я показывала этот кустик в своем видео. Пожелтели, побелели листики у пеларгонии. Это воздействие жары. Если вы не видели этот ролик, можете посмотреть по ссылке, которая будет в описании. Его корневая, красивая золотистая листва.
маленький да удаленький. С другой стороны корневая. Размерчик кустика. 3 грации, миниатюрные стеллары. Справа Гульверстоун, посередине Элмфилд. Видео про этот сорт уже есть на моем канале. Найдете по ссылке, которая будет в описании. Слева Китбридж, которую показывала во многих своих роликах. Замечательная миниатюрная пеларгония. Очень люблю. Малиновые звездочки. Красиво смотрится такое сочетание с золотистой листвой. Гульверстоун – миниатюрная пеларгония с гармоничной формой куста, золотистая листва и двухцветные цветы, что смотрится очень красиво. У меня укоренился этот черенок всего лишь за 5 дней. Я была удивлена такой прытью. Корневая со всех сторон. Совершенно не капризный золотолистный стелларчик. А это пеларгония Элмфилд. Она очень любит цвести. Листья загорают до баклажанного цвета. Цветы неординарные, уникальные, темно-красные, с серебристыми мазками. Каждый раз невидимый художник разукрашивает серебристой краской темно-красные лепестки. Пеларгония Элмфилд легко укореняется. И Китбридж пора добавить грунт. Вот такое гармоничное растение. Корневая. Но это еще не все. У меня есть еще один черенок Китбридж. У меня укоренился вот такой крошечный череночек. Посмотрите, пожалуйста, какой сюрприз. Его стволик всего лишь около половины сантиметра, 5 миллиметров. Уже дал 2 корешка. И с этой стороны. А это черенок сорта Royal Norfolk, тоже миниатюрной пеларгонии. Кажется просто гигантским, хотя длина его ствола всего лишь 2 сантиметра. Так как я увлеклась недавно выращиванием миниатюрных пеларгоний, мне очень нравятся такие успехи в укоренении даже крошечных черенков. А эти 2 черенка нужно срочно посадить в грунт. Справа White Feathers. Слева Азарнас Рататоск. Видео про эти 2 сорта уже есть на моем канале. Найдете по ссылкам в описании. Позже черенка без листьев укоренился черенок с 2 большими листьями. Посмотрите, 2 корешка внизу. Это тоже Азарнас Рататоск. Это золотолистная крапчатая пеларгония. Посмотрите, какой пучок корней у Азарнас Рататоск. Это была просто маленькая палочка с огромным желанием жить. White Feathers – это пеларгония стеллар. Она очень долго стояла в воде на укоренении. И я думала, что, наверное, уже может и не укорениться. Потом она начала сбрасывать все листики, которые были. И вот последний листик пожелтел и облетел. А на следующий день я заметила, что черенок дал корешок. Значит, ему нужно было забрать питательные вещества из последнего листика, чтобы дать новую жизнь.
Так что если черенок сбросил все листья, это не значит, что он погибнет. Подождите, и вполне возможно, вскоре вы заметите первый корешок. Еще раз показываю напоследок красавицу Китбридж. Вот такие сегодня были в видео пеларгонии крошки. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, готовлю новые ролики для вас. Надеюсь, вы поверили в то, что укоренять легко. Я продолжу съемку роликов на эту тему. Желаю всем удачного укоренения и прекрасного цветения ваших пеларгоний. Будьте здоровы!